Всем привет, с вами Елена Вивас, и вы на канале Реальные истории. После длительного летнего отпуска мы с вами начинаем новый сезон. И сегодня мы с вами поговорим о том, как Сталин во времена гражданской войны в Испании украл золото этой страны. Итак, 1936 год. Всю Испанию разрывает на части гражданская война. Республиканцы, пришедшие к власти в 1931 году, сражаются с националистами Франциско Франко. А в подвалах Банка Испании находится один из крупнейших мировых запасов золота, четвертый по своему объему в мире, 635 тонн чистого золота, которое Испания веками накопила, грабя колонии в Новом Свете. Это сокровище могло изменить ход истории, но в определенный момент оно исчезает в паутине советской дипломатии. Сегодня мы с вами разберем, как Иосиф Сталин, лидер Советского Союза, фактически присвоил это золото, превратив помощь в настоящий грабеж. Была ли это кража или это хитрая сделка? Мы пройдемся по фактам шаг за шагом. Эта история не просто история о золоте. Это история о политике, о предательстве и о цене идеалов. Чтобы по-настоящему понять, как золотой запас Испании оказался в руках Сталина, нам нужно немножко нырнуть в историю Испании. Испания 1930-х годов – это не просто страна, это настоящий кипящий котел противоречий, где политика, экономика и социальные разломы сплелись в один узел, ведущий к гражданской войне. В выборах 1931 года в Испании к власти приходят республиканцы и социалисты, та самая партия, которая нынче правит Испанией. Король Испании Альфонсо XIII сбегает в Италию, при этом формально он не отрекается от своего трона. Он просто говорит, что он не хочет, чтобы ради него в стране проливалась кровь. И вот с этим титулом короля Испании в изгнании Альфонсо XIII, который, кстати, для своего летнего отдыха избрал город Сантандер, в котором я живу, он прожил еще практически 10 лет. Только в феврале 1941 года, примерно за 3 недели до своей смерти, Альфонсо XIII, поняв, что уже ему ничего не светит, никакая монархия ему не светит, он отрекается от престола. Что же в это время происходит на территории Испании? А в Испании зародилась Вторая Республика, период надежд и хаоса. Новое правительство Испании под предводительством Мануэля Арсаньи провело реформы. Во-первых, земельную, раздел латифундии. Во-вторых, антиклерикальную, разделение образования, разрыв с Ватиканом. Также были проведены военная реформа, сокращение армии. Женщины получили право, Каталония, страна басков, долгожданную автономию, но на территории Испании действовали и правые силы. Это прежде всего, конечно, монархисты, фалангисты, церковь. Они сопротивлялись. А как иначе? Ведь экономика в этот период правления социалистов была в настоящей депрессии. Безработица составляла 30%. А ведь когда в 1931 году к власти в Испании пришли социалисты, в этот период Испания испытывала настоящий экономический бум. Но благодаря социалистам экономика была развалена, а в деревнях был настоящий голод. В Испании, в главном сельхозпроизводителе всей Европы. К 1933 году к власти в Испании приходят правые, которые отменили большинство реформ левых. Это, в свою очередь, приводит к Астурийской революции 1934 года. Чтобы было понятно, Астурия – это соседний регион с Кантабрией, в которой я живу. Это очень пролетарский регион, где еще с середины 19 века очень хорошо была развита металлургическая промышленность. Поэтому шахтеры этого региона составляли достаточно влиятельную силу. Но приходит армия Франко и подавляет эту революцию. Котел страстей на территории Испании разгорается с новой силой.
Февраль 1936 года. Выборы выигрывает Народный фронт, коалиция левых. Социалисты, коммунисты, анархисты, республиканцы. Хаос нарастает, забастовки, убийства, церковные погромы. Экономика в руинах, а золотой запас 635 тонн, накопленный веками из колоний, становится ключевым активом, четвертым в мире. Июль 1936 года. Путч в Марокко под предводительством Франциско Франко. Именно в этот период националисты впервые получают помощь от Гитлера и Муссолини. В этот период республиканцы оказываются в изоляции, потому что Англия и Франция объявляют эмбарго. К осени 1936 года ситуация для республиканцев была критической. Националисты Франко, поддерживаемые Гитлером и Муссолини, стремительно наступают на Мадрид. Легион Кондор бомбил города. Итальянские танки шли вперед. Республика же страдала от эмбарго. Англия и Франция, опасаясь большой войны, ввели эмбарго на поставки оружия. Оно им и самим должно было пригодиться. Единственный, кто предложил реальную помощь республиканцам, был Советский Союз, потому что были братья по идеологии. Советский Союз начинает поставку оружия республиканцам Испании еще осенью 1936 года. Это были пулеметы, танки и даже самолеты. Но за все это поставляемое оружие нужно было платить, ведь Сталин знал, что у Испании есть 635 тонн золота. Неплохая оплата, не правда ли? Сталин был очень хитер, и он не действовал напрямую. Он использовал своих агентов и дипломатов. Ключевой фигурой стал Марсель Розенберг, советский посол в Мадриде. Розенберг был очень опытным дипломатом и при этом очень близким к Сталину. И он ежедневно встречался с премьер-министром Франциско Ларго Кабальеро. В воспоминаниях Кабальеро позже писал, что Розенберг был как тень, всегда рядом, убеждая, что СССР – это единственный верный союзник. «Мы поможем, но нам нужны гарантии». Примерно так звучали его аргументы. Сталин через Розенберга подчеркивал: золото в Мадриде под угрозой, и если Франко захватит столицу, все потеряно. Лучше отправить его в Москву, где оно будет в безопасности и послужит для покупки большего количества оружия. Но убеждение шло не только через слова. В Испании в этот период уже работали советские советники, включая Александра Орлова, сотрудника НКВД под прикрытием. Орлов прибыл в августе 1936 года как советник по безопасности и быстро стал доверенным лицом министра финансов Хуана Негрина. Орлов был мастером интриг. Он распространял слухи о предателях в республиканском лагере, подчеркивал риски от пятой колонны шпионов Франко в Мадриде. Сталин лично телеграфировал Орлову 15 октября: «Организуйте эвакуацию». Это была зашифрованная директива, золото нужно отправить в Москву как оплату за помощь. Орлов убедил Негрина, что Франция и Британия откажутся хранить золото из-за нейтралитета, а США слишком далеко. Только СССР, как братская страна пролетариата, гарантирует безопасность. Отличные манипуляции, не правда ли? А теперь давайте поэтапно разберем этот процесс убеждения. Первый шаг – это прежде всего внутреннее давление внутри самой Испании. К сентябрю 1936 года республиканцы уже самостоятельно эвакуировали часть золота в Картахену. Это порт на юго-востоке Испании. Это было решение самого Кабальеро. Свой секретный декрет он написал 13 сентября под бомбами. Но Картахена – это ведь не вечная крепость, и флот Франко вполне мог ее блокировать. И здесь уже вмешивается Сталин, который через Розенберга убеждает республиканцев транспортировать золото в порт Одессы, то есть на территорию Советского Союза.
«Мы используем его для ваших нужд», – уверял Сталин. «Мы купим оружие на мировом рынке, где у нас есть огромное количество связей». Это звучало убедительно. Республиканцы не имели валюты для прямых покупок, а золото было их единственным активом. Второй шаг – это манипуляции страхом. Ну, вообще, какие манипуляции могут быть без данного этапа? Орлов ежедневно докладывал Сталину, что республиканцы уже в панике. Слухи о падении Мадрида сеяли хаос. Он организовал демонстрацию силы. Советские поставки оружия прибывали как раз вовремя, показывая, что без Советского Союза республике конец. Коммунисты в правительстве Испании подконтрольной Москве лоббировали идею «Сталин – наш спаситель». Негрин, будучи прагматиком, видел в этом единственный выход. 20 октября 1936 года Негрин и Кабальеро наконец согласились. 510 тонн золота, а это на минуточку 7900 ящиков по 65 килограмм, а это более чем 72% всего золотого запаса Испании уходят в Москву. Теми деньгами 30-х годов это было 518 миллионов долларов. В сегодняшней реалии это миллиарды долларов. Третий шаг, который предпринимался, это, конечно же, секретность и скорость. Операция получает название «Московское золото». Орлов лично курировал погрузку в Картахене под покровом ночи с охраной НКВД и с охраной республиканских войск. Золото грузили на 4 советских парохода – Ким, Нева, Кубань и Волголис. Путь через Средиземное море был рискованным, потому что итальянские подводные лодки охотились за конвоями. Но кораблям удалось дойти до Одессы примерно 2-6 ноября 1936 года. Все золото было сгружено на берег и затем отправлено в Москву. Республиканцы получили квиточек золото на депозите. Но фактически собственность перешла к Советам. Было ли это добровольным? Формально да. Испанцы подписали все документы. Но на самом деле все это происходило под огромным давлением, потому что у республиканцев просто не было другой альтернативы. Сталин мастерски сыграл на отчаянии республиканцев, обещая им временное хранение и помощь. На самом же деле это была предоплата за оружие по завышенным ценам. Причем цены завышались в разы. Откуда мы обо всем об этом знаем? Дело в том, что позже Орлов сбегает в США, где в своих мемуарах он и описывает все подробности этой операции. Поможем, но только на наших условиях. Золото ушло в Москву, а республиканцы остались с надеждой на победу. Итак, золото прибыло в Москву. 510 тонн чистого богатства. Это золото вполне могло бы спасти Испанию, а на самом деле оно растворяется в советской машине. Как Сталин использовал его и почему большинство источников называет это кражей? Давайте теперь разберемся в этом вопросе. Во-первых, это сам факт, как использовалось это золото. Золото сразу пошло в Госбанк Советского Союза, где его переплавили и конвертировали в валюту. Часть продали на мировых рынках через подставные фирмы во Франции. Хитрый ход, чтобы обойти эмбарго. Вырученные деньги потратили на поставках республиканцев. 250 танков Т-26, 1000 орудий, 500 самолетов И-15 и И-16, плюс боеприпасы и топливо. Еще 3000 советских советников, включая пилотов и танкистов. Более того, в 1936 году СССР отправил в Испанию 50% своего производства оружия. Это ослабило собственную армию, но Сталин рискнул, чтобы протестировать технику перед большой войной. Но вот где начинается кража. Дело в том, что все цены были завышены в 2-3 раза.
Советский Союз это списывал на риски доставки, транспортные расходы, спецобслуживание. Советские бюрократы умели и тогда накидывать наценки. Так, например, танк, который стоил 10 тысяч долларов, продавали за 25 тысяч долларов. И к 1938 году Советский Союз отчитался перед республиканцами, что весь запас золота исчерпан на их помощь. В тот период эта сумма составляла 518 миллионов долларов, что на сегодняшний день эквивалентно практически 5 миллиардам долларов. Деньги ушли в никуда. Республиканцы жаловались, но Сталин отвечал: «Все на вашу войну потрачено», а на деле остатки интегрировали в советские резервы, помогая поднимать индустриализацию страны. Ну и вот один очень интересный факт. Дело в том, что когда золото прибывает на территорию Советского Союза, то его депозит оформляют не на Испанию как таковую страну, а именно на республиканское правительство. То есть тогда уже Сталин догадывался, что вряд ли у республиканцев что-либо получится, и если к власти придут мятежники, то извиняйте, золото нам заняли республиканцы. Где республиканцы? Их нет. Отдавать, соответственно, некому. Сталин заранее все просчитал. Еще один интересный момент, о котором я уже говорила, в 1938 году Орлов, который отвечал за поставки этого золота на территорию Советского Союза, опасаясь чисток, сбегает в США. Но в США он бежит не с пустыми руками, он с собой прихватил 900 тысяч долларов. Ну надо же с чего-то ему там начинать свою новую жизнь. Там он пишет свои мемуары и раскрывает детали. Золото было нашим трофеем. Орлов шантажировал Сталина: «Не трогайте мою семью или сразу расскажу всю правду». И поэтому он дожил до 1973 года в Америке. Классика шпионских интриг. Кстати, существует такой миф, который можно найти в сети, что когда золото прибывает в Одессу, то местные работники, которые его разгружали, так отмечали эту поставку, что часть золота умудрились утопить. Правда это или нет, сегодня, наверное, уже никто не узнает. Но факт того, что это золото помогло Советскому Союзу подготовиться ко Второй мировой войне, неоспоримый. А что же было дальше? В 1939 году гражданская война на территории Испании заканчивается, и к власти приходят националисты во главе с Франциско Франко. Республика пала. Золото, которое республиканцы отправили в Москву на хранение, выпало из поля зрения. Но что же произошло дальше? Ведь Франко был не дурак, он же понимал все, что происходило, и он вскоре узнал, что золото находится на территории Москвы. Удалось ли Франко вернуть золотой запас Испании? После победы Франко в 1939 году его правительство потребовало от Советского Союза вернуть золотой запас Испании. Ответ Москвы был ледяным. Золото принадлежало республиканцам, а не вам. И все это золото было потрачено на войну. Селяви. Москва показывает новому правительству Испании документы о том, что уже к 1938 году все 510 тонн золота были израсходованы на поставку оружия, на советников, логистику и так далее. Но Франко не сдавался. В 1956 году, уже после смерти Сталина, СССР соглашается на чисто символическую выплату – 50 миллионов долларов. Эта сумма составляла меньше 10% от всей той суммы, которую СССР заполучил от республиканцев. Испания, конечно же, принимает эти деньги, потому что экономика страны на тот момент была не самая лучшая за всю историю этой страны. Но посчитали такую выплату настоящим унижением. Фактически все золото, которое Советский Союз под руководством Сталина в 1936 году перевозит на территорию Москвы, остается
в советских резервах. И это золото использовалось на то, чтобы проводить индустриализацию в новой социалистической стране и также проводить подготовку ко Второй мировой войне. Ну а теперь давайте немножко поговорим о мифах, которые родились вокруг этой истории. Первый миф. Сталин спрятал это золото в секретных бункерах. О, как мы любим все эти сказки про бункеры. Звучит как сценарий шпионского фильма. И некоторые люди до сих пор верят, что слитки этого золота хранятся где-то под Кремлем. Но документы Госбанка СССР подтверждают, что золото было переплавлено и продано на Запад. Можно ли верить документам Госбанка СССР? Ну, решать, конечно же, вам. Второй миф, который не перестают муссировать все это время, это то, что это золото пошло на организацию и спонсирование ГУЛАГа. Историки это опровергают, так как прямых доказательств этому нет. Но антисоветская пропаганда постоянно подпитывает этот миф, который остается живым и по сегодняшний день. Еще одна сплетня, которая время от времени всплывает в разных источниках, нам говорит о том, что в 40-е годы неоднократно на блошинных рынках Парижа всплывали испанские монеты XVI века, те самые монеты из золотого запаса, который Советский Союз присвоил себе. Правда это или вымысел? Ну, наверное, немножко преувеличено, но мы все прекрасно знаем, что дыма без огня не бывает. Еще один очень интересный факт. В 1960-х годах испанский дипломат Анхель Санс Брис, работавший в тот период в Москве, утверждал, что видел в музее Госбанка испанские монеты из того самого золотого запаса. Официально это не подтверждено, но слухи о трофейном золоте ходили среди элиты. Ну, это как бы Сталин оставил себе сувенир на память о той самой сделке 1936 года. Последствия для самой Испании были ужасными, потому что когда Франциско Франко приходит к власти в 1939 году, ему практически с нуля нужно было поднимать экономику этой страны после затяжной гражданской войны, после последствий правления социалистов, да, потому что все мы знаем, что гражданская война в Испании 1936-1939 года была самой кровавой гражданской войной на территории Европы за всю историю, за всю современную историю. Поэтому как относиться к тому факту, что Советский Союз в 1936 году завладел золотом Испании и затем его не вернул, ну, наверное, каждый из нас решает сам. Потому что назвать это грабежом с пистолетом, ну, вроде бы нельзя. Испанцы вроде бы сами отправили свое золото. Но, с другой стороны, вот эта выходка Сталина, то, что он этот депозит записал на республиканцев, и после того, как Франко пришел к власти, он не отдавал это золото националистам. Ну, тут, наверное, каждый из вас эту сделку может квалифицировать по-своему. Пишите вон там вот внизу в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А у меня на сегодня все. Еще раз напоминаю, долго не выходили выпуски, потому что в летние периоды у меня высокий сезон по моей основной работе. Я работаю гидом по северу Испании. В эти месяцы обычно я работаю без единого выходного, поэтому у меня не было возможности снимать для вас видео. Но наступила осень, видите, вон за окном мое любимое серое небо. Немножко туристический поток спадает, потому что дети пошли в школу, и не все родители, у кого есть дети, могут себе позволить путешествовать, но при этом как бы путешествие продолжается. В общем, теперь у меня есть время опять снимать для вас ролики каждую неделю, которые, как и прежде, будут выходить по пятницам. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски реальных историй с Еленой Вивас. Также иногда буду для вас снимать ролики
о наших красотах Испании. Один из таких роликов уже у меня сейчас в монтаже, где буду знакомить вас с самыми красивыми местами севера Испании, которые я снимала вместе с моим сыном. Мы делали очень много съемок с дрона наших зелено-изумрудных гор, поэтому обещаю, эти выпуски тоже будут красивыми. Ну и также я жду вас в мои авторские туры по северу Испании с Еленой Вивас. Вон там в описании к ролику я оставлю ссылки на все свои сайты и соцсети, где есть мои контакты. Так что пишите, звоните и поехали вместе наслаждаться изумрудным раем Атлантического побережья Испании. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас.